Привет, любители и профессионалы, матерые начинающие конкуренты и заказчики. Сегодня в ролике снова прикладная холодная ковка. Работаем вот с таким недорогим прутом 8, а также полосой 4х25. Весь инструмент, который нам сегодня понадобится, состоит из болгарки и сварки. В общем, все как обычно, как вы любите, быстро, просто и душевно. И да, ребята, я не просто так применил термин «прикладная холодная ковка», потому что все, что вы сегодня увидите, вы можете легко применить либо для себя, либо в коммерческих целях. То есть все эти простые приспособления, которые сегодня мы с вами сделаем, это не просто приспособа ради приспособы, просмотров и лайков, а вполне рабочая тема, проверенная годами. И вообще я считаю, может со мной многие не согласятся, что если начинаешь показывать приспособления или кондуктора, то сразу и показывай, куда их можно применить. И пусть это даже будет единственный экземпляр, но я уверен, что живой пример гораздо лучше всех этих вымышленных необходимостей. Когда в ролике тебе говорят, что появилась необходимость или тебя попросили сделать какую-то вещь или приспособление, естественно, ты хочешь увидеть, для чего же оно, для каких таких нужд, чтобы понять, надо оно тебе или нет. Чтобы после просмотра не оставалось чувства, что ты посмотрел, как сделать бессмысленную вещь, и тебя опять наело. Поэтому, ребята, чтобы такая мысль вас больше не посещала, смотрим этот ролик внимательно. Поэтому, если ролик зайдет, то обязательно маякните в комментариях, и я покажу вам пару кондукторов, которые делаются буквально за минуту, сделать их может каждый. Ну и вдогонку, естественно, расскажу и покажу, куда же их применять. Основание самодельных кондукторов под ручные работы я всегда делаю из стройки, этого вполне достаточно. Что касается пластины 4х25, то работать с ней одно удовольствие. Она легко гнется, очень пластично и принимает любые формы. Но чтобы минимизировать заломы, лучше эту полосу согнуть немного больше положенного, а потом разогнуть. И вообще, если вы начинающий, то эта полоса это самое лучшее, что можно придумать для самостоятельного изготовления самодельных кондукторов. Ребят, никакие размеры я специально не озвучиваю, потому что я-то дублирую свои уже готовые кондуктора, а как согнете полосу вы, мне неизвестно. Кстати, прежде чем прикрепить пластину, на которой будет держаться кондуктор в тисках, следует подумать, с какой стороны вам удобнее будет вставлять заготовку. А так, в принципе, и все. Всего 20 минут, и простые самодельные кондукторы у нас готовы. Поэтому переходим уже наконец к пруту 8. Чем, ребята, хорош пруток 8, так это тем, что для работы с ним иногда вполне достаточно просто грубой физической силы. Ну а если здоровья или пердячего пара не хватает, то можно применить и вилку. Ну, наконец-то у нас получился вот такой простой завиток. Если с длины заготовки убрать пару сантиметров, то получится вполне симпатичный бублик. А для чего нам надо этот прямой участок, вы узнаете немного попозже. А пока быстро пропускаем через наш кондуктор еще 3 заготовки.
Разметка на кондукторе нам нужна просто для того, чтобы правильно позиционировать наш обод. А вот и прямой участок на нашем барашке пригодился. Дальше не забыл рассказать вам свои размеры. Длина заготовки прута восьмерки в моем случае 57 сантиметров, а диаметр обода всего 22. Ну вот и все, ребята, а вы боялись. Всего полчаса и 2 колеса, а самое главное 2 кондуктора, которые прослужат еще нам несколько лет, у нас готовы. Что касается самих ободов, то полоса 4х25 позволяет накрутиться на что угодно. А так как кондуктора под все размеры сделать практически невозможно, то я использую все круглое, что попадается под руку. Как видите, это даже может быть обыкновенный баллон. Кстати, однажды я даже использовал кастрюлю и залитую цементом банку из-под краски. Как говорится, голь на выдумке хитра. Ну а дальше, как положено, постукаем по колесу и проведем небольшой тест-драйв. Как видим, с жесткостью у него все в порядке. Ходовые качества отлично. И оно легко выдерживает 80 кг, даже в таком виде. Что касается внедорожных качеств, то они тоже на высоте, поэтому потихоньку подытожим. После дополнения мангала такими колесами я обычно приклеиваю сверху $20, а по материалу уходит меньше десятки. Трачу я на все это дело, даже с учетом покраски, около 20 минут, поэтому считаю, коммерчески это вполне целесообразно. И, честно говоря, была бы возможность при таком соотношении, делал бы их по 12 часов в сутки, 7 дней в неделю. Как говорится, мечтать не вредно, поэтому, ребята, вы тоже спускайтесь с неба на землю. Кому понравился ролик, обязательно ставим лайки, дизлайки, комментируем, подписываемся. Прямые руки вам в помощь. На сегодня все. Всем удачи, здоровья. Прорвемся!